Здравия и ума желаю всем слушателям. Зеро Литовский Презентс дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. А может, закон от Эзера поможет? Ну, сами знаете, первый. Хорошо, попробую. Слушайте, египтяне-исламисты, первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Сегодня начну с Афона и Афони. Первое — это некий полуостров в Греции, говорят, святое место, очень почитаемо православными рабами. А второе — это персонаж советского фильма Афоня. Это просто тот самый Афон с добавкой «я». Афон – я. В корне имеем то же слово. Кстати, на греческом этот полуостров по-другому называется. Не знаю, кто дал такое название этому центру. Дал тот, кто знал, как называет, и также знал, что дураки не понимают, что означает это название. Как и дураки не знали, что такое Афоня. Первонаперво это греческое слово «афонос», «афон». Нем. Молчаливый, без смысла, бессмысленный. Посмотрев на Афоню, по-моему, можно понять, почему его назвали именно так. Хотя он общителен и болтлив, и не назовешь формально его немым, но у него в жизни нет ни цели, ни смысла. Он бессмысленен. Как и его речь тоже бессмысленна. Я бы добавил свой перевод, что в принципе соответствует значению греческого слова апонос. Из носа. Без носа. Без ума. Так как греческий нос — это ум. Безумный по-другому. Все правильно, по-моему. У кого нет ума, у того нет цели и смысла. Он в духовном мире есть немой. А немой через английский mute дает и понятие мертвый уже в иврите. Отсюда понятие немец. Это про мертвых. У мертвого никакого смысла нет. Они действуют на внешнем управлении. Это боты. Это зомби. А то понятие мертвый или немой, оно же ведь по сути правильно. На кладбище вы какой-нибудь шум слышали? Я не слышал. И никаких претензий не слышно. И митингов там не устраиваю. А в зомболендах как бы изображают шум некий, шумят экраны, шумит телевизор и телефон, а голова только шипит. Там молчание, там тишь да гладь, пустота, в которой булькают новости телевизора. Когда у радиоприемника нет связи и не ловит частоту нужную, слышится шипение змея. Это ад, и здесь живут мертвецы. Немцы. Смертники, можно сказать. Которые устраивают стримы, что наоборот и есть мертис на литовском, это смерть. Вон ваши стримеры. Наркота, ложь, телевизоры, шекели. Это все есть внешнее управление ботом. Хоть на каких ты машинах езди, хоть какими часами себя обвешивай. Кстати, это и есть признак внешнего управления и мертвечина. Все эти шмотки, духи, машины, татуировки и тому подобное. Это все продали ему за его желание. Это не сам зомби придумал, это ему внедрили по телевизору или из окружения германского, немецкого. Вот и посмотрите вокруг, среди кого вы живете. Открою очевидную тайну. Вы живете в Германии, среди немцев. И очень много шансов, что вы тоже немец. То бишь мьют. Мертвый. Афоня. Что объясняет, как появляется мертвый зомби? Это безумец. Это внешне управляемое устройство.
которому нужен не какой-то документ, а Ausweis. Это технический паспорт, устройство. Как и обозначение номерами, это свидетельствует о том, что это мертвые. Номер, помер. Ими мечат скот и устройства, например, телефоны. Посмотрите в свой Ausweis и удостоверьтесь, что самый главный идентификатор вас есть личный код, или как там его называют, циферки. Лагерь, как и склад, принимает уже очевидные очертания. Пропадает программа Божьего Сына, все становится на свои места в психушке. Сестра Речет возвратилась. Вот теперь подумайте, почему так названо место, которое так любимо и уважаемо православными. Что намекает нам Бог? Как думаете? Хотя о том, что тут кто-то думает, у меня давно уже закрались сомнения. Сами же подтвердите, что не думать — это ведь прекрасно. Помните монолог Сайфера из фильма «Матрица»? Неведение — это благословение. Невежество — это благословение, можно так перевести. А казнь-то как раз за невежество, лень и незнание родного языка. И Сайферу казнь последовала очень быстро, как и подобает. Ну а православные, по-моему, бьют рекорды, по-моему, по безносости, по безумию. Хотя выделить этот контингент дурки мне трудно, я мало общался с разными афонями, чтобы делать выводы. Но насколько я ездил, куда и наблюдал, везде более-менее то же самое в аду. Различия были только при Иисусе СССРовиче, да и то только потому, что надстройка была другая. Программирование было другим. Не было бы той надстройки, как теперь сами видите, какие результаты. Зверинец еще тот. Плюнули на все старые программы, и пошла продукция уже зомби явных. Они вроде выглядят как люди, но внутри сгнило все. Американский гнилец, как говорится. И оно проступает на тело и на рожу. Бесформенные тела, козломордые рожи и так далее. Но самое точное определение — это фильм «Чужой». Вон там показали без прикрас то, что здесь начало появляться с того 1979 года. Это был фильм документальный, кстати. Как и советские фильмы про войну, они по сути документальные. Вам не надо никакой военной документики. Берите любой фильм про войну, и это есть зеркало реальности. Напомню, что по моей версии ни одна война не закончена. Все они все еще идут. Все описанные нам сказочные войны, они идут. Просто афони в аду не видят. У них нет инструмента для зрения. Разума нет. Обрезанные. Добровольно обрезанные. Надеюсь, поняли логическую цепочку. Афон безмолвный, бессмысленный, немой, безумный, мертвый. Афоня был мертвый. И он по ходу фильма шел по дороге восстать из мертвых и получить энергию, любовь, цель в жизни. И та девушка и служила ему той зацепкой. Это его беспроводная связь. Через нее получаем и данные, и энергию от источника. А энергия есть любовь. И с энергией появляется и цель. И устройство уже может чего-то осмыслять и говорить не только то, что увидело по телевизору или телефону. То же самое относится к афону, тому географическому. Это про центр мертвых. Это бессмысленно по определению, так как никто нигде не найдете ни себя, ни Бога, кроме как в своем храме, что и есть тело, а точнее голова. Можете не ездить и не скитаться, вы куда ни поедете, всюду привезете только свой афон и ад. Переключатель в головушке-то находится, и чтобы включить, нужны усилия, как нужны были усилия, чтобы выключить. Но там ведь приятно было выключать-то. Как не будет приятно слушать ответ на все вопросы в мире, думать, что все знаешь, и что нечего думать о каких-то явлениях вокруг. Ведь все знакомо, на все есть ответы, и мы сами самые великие. И самые умные, оказывается, и самые культурные, и в том, это не то, что мы, но и я, значит, и умный, и культурный,
и великий, и Гитлера победил. Вот как все хорошо. И на все, значит, профессора и академики дали ответы научные, подтвердили нам это. Значит. Все подтверждено, академики вот написали, что мы, значит, Гитлера победили. И мы культурные, да, вот. Вот книжки написаны. Что, не веришь? Вот иди, значит, и там почитай, вот, и узнаешь. А мне все ясно. Я вот так и живу, значит, с этим. Это и есть смерть. Так начинается атрофия мозга. Это путь в ад, и безумие – это путь в Афон. Это и есть заглушка. Когда вы решаете, что больше ничего вам не надо думать, знать, понимать, вы себя закупориваете в своем, значит, большом-большом мире, культурном, великопобедительном. Но это черная дыра. И, по-моему, миллионы находятся в том Афоне. И никуда из него не выходили никогда. Ездить никуда не надо. Вы там. Но это не все о том Афоне. Можно на это посмотреть и под другими углами, и под микроскопом. В иврите есть такое слово «авон». Это, по сути, и есть Афон. Помните то немецкое «фон». Значит, оно пишется «вон», а произносится «фон». Вот тут и есть «авон». На греческом тоже есть похожее слово, но тот «в» не записано. У них «аон». Ну, можно так. «Аон», «аон», «аон». А в иврите это вина, беззаконие, зло, наказание за беззаконие, грех, извращение. Вот тут уже детально объясняется суть безумия и мертвеца, немца, и того, что происходит в Афоне, когда пребываете. Не в географическом, нет, а в психическом Афоне. Состоянии мертвого. Кстати, кто сталкивался, есть такое воинское подразделение ада, так и называется Авон. Она специализируется на косметике и гигиене, особенно на женской. Я это называю каратели и убийцы женщин. Но все сугубо в нашем Афоне добровольно. Мы добровольно идем на эксперименты со своим телом, сами разрушаем свой храм. Кстати, это и есть те легенды сказочные про разрушение храма. Это разрушение тела и тел населения Дуристана. Сами посмотрите, на что это похоже. Вокруг-то что ходит, в каком виде. На морду посмотрите накрашенную. На те татуировки. Вот это и есть. Разрушение храма, дословно. И не в какие-то там, значит, туманные времена. Это вот у вас за окном. Явные дегенераты и дебилы ходят. Мы живем и во время разрушения храма. А вам мерещится некий 21 век и прогресс. Что, к слову, дырявая голова. У вас Пинхед давно пришел. Но вы не можете его распознать и весело гогочете над своими истязаниями. Вам нравятся те, значит, удовольствия ада. Это признак мертвых и чертей. Я заметил, что черти и бесы да демоны всегда рады чужому несчастью. Это нормально в аду. Я часто такое наблюдал в окружении своем. Так что то воинское подразделение карателей, по моим подсчетам, это корпус. И он расквартирован в Лондоне. Но это американские войска. Кока-кола это тоже фронт уже по меркам военным. Американская, германская тоже массово убивает. Ведь согласитесь, что-то, что делает человека немцем, зомби и афоне, это есть убийца. Лоботомия и обрезание делает из человека зомби. Как это выглядит, вот можете посмотреть в классическом фильме «Полет над гнездом кукушки».
Они сказали, ты сбежал. Я знал, что ты не уйдешь без меня. Я ждал тебя. Теперь у нас получится, Мак. Я чувствую себя большим, как гора. О, нет. Я не уйду без тебя, Мак. Я тебя такого не оставлю. И что я же тоже давно заметил, что зомби-мертвяки, они сами уже служат в армии неприятеля. Я это называю в рядах славного вермахта добровольцами, вспомогательными войсками. У Рима такое тоже есть понятие, вспомогательные войска. И в Германии были, Гельфсвиллигер назывались. Полицаями, можно сказать. И они тоже стараются убить вокруг живущих, чтобы все были мертвыми и зомби, как и они. Это не обязательно ножи и топоры. Нет, это сахар, конфет, кока-кола, пиво, алкоголь, наркота. Лекарства. Ваши любимые. Вот что есть настоящее оружие дьявола и смерти. Оружие против единственного оружия человека, его мозгов, его Бога. Так что вот тут такое место, тот Афон, где живут афони, зомби, трупы, которые поражены извращениями, грехами, то есть греками, виной, беззаконием, злом, наказанием за беззаконие. Продолжая цепочку определения Афон, мы приходим и к объяснению того, что это по своей сути. Мертвяк, зомби и труп, он занимается беззаконием, злом, грехами. Он отбывает наказание за беззаконие. Он занимается извращением. Все, что видите вокруг, все эти виды деятельности вашей, это и есть по сути то, что определено словом афон. Авон, без исключения. Просто вам это в аду сделали нормой. И вы не можете мыслить и определять реальность. Отсюда у вас полная уверенность, что вы нормальны и разумны. Увы, в моем мире вы живете в аду. Вы больны на голову. И вы мертвые. С редкими русскими исключениями. Запомните, больные, русский никогда не будет православным и афоним. Значит, вы можете очень просто идентифицировать немцев и русских у себя в окружении. Просто потому, какие ритуалы безумец соблюдает. И не обязательно говорить по-немецки. Это тоже устроит. Уже немало продвинутых зомби говорят по-английски. Это и есть германский язык. А язык это код души, это доступ на сервер. Если вы начинаете думать на чужом языке, вы лишаетесь доступа к родному серверу. Вы лишаетесь родины, по сути. То же самое, что вы лишаетесь разума. Это тоже прекращение доступа к родному серверу. И подключка к серверу ада. К Церберу ада. Если кто помнит, то видео про сервер. Но это не все. Все имеет логическое продолжение. Авон это два слова. А и вон. Фон, если это значит так произносить, это и греческое, и русское. Что дает понятие бесфонный. Без фона. Через греческое. Это без звука дословно. А вот на немецком фон это значит из. На русском это вон есть понятие, что тоже соответствует немецкому. И вонь на русском, что тоже как бы подразумевает, что надо уходить оттуда, где воняет. Особенно мертвечина.
Тот из немецкий фон можно заменить на «д» в латыни и французском, и получаем понятие «ад». А «ад» это и есть «ад», просто последнее «д» записано с полным проговором. Так что тут логическая цепочка заканчивается, определяя, что афон как состояние это и есть ад, в котором, как и полагается, пребывают наказанные за беззаконие. Безумство есть наказание Бога за преступление против человечности, то есть против мента, против своего разума. И оно есть автоматическое наказание. Вы сделали чего-то не так, переступили границы дозволенного, красные линии, условно говоря, и появляется пинхед. В нашей сказке внешне это появляется Гитлер, и теперь это Путин и другие демоны. Они приходят в ад, чтобы навести в нем порядок хоть какой, разрушить систему и почистить. Смотрите на это как на санитарную чистку в крысятнике, где завелось много крыс, много свиней, много мышей и разного рода ядовитых змей. Это и есть то, в чем мы живем. Но очки виртуальной реальности, они, я понимаю, немцам показывают другое. У них нет ни концлагерей, ни рабства, ни Египта, ни обмана. Это как снотворное перед казнью. Кстати, в сказке нам так и показывали исторической. Немцы в той Германии, значит, в том Третьем рейхе легендарном, ничего и не знали, и ничего не видели, им ни о чем якобы никто не говорил. Нет, все под носом, под умом, но ума-то нету. Мертвые и мертвые есть слепые, спящие и невидящие. А видящий становится прямой угрозой сладкому сну. Но вот приходят некто, которые же раздают смачные подзатыльники тем трупам в морге, в котором должны проснуться некоторые из пьяных и спящих. И вы проснетесь в морге. Гутен Морген. В аду, где увидите трупы вокруг лежащие, и будет стыд, суд. То есть охота. А позиция лежа это и есть lies на английском. Лежит. Это и есть ложь. Враки. Lies. Те, которые засрали свои мозги ложью, они и попали в плен и в морг. В Афон. В качестве трупов, что можно назвать и немцами, и афонями. Как же вам нравится, называйте, суть это не меняет. Кстати, есть такое французское слово «adieu». Это и можно сописать как «аде», «авон», как «ад». Ну, тут тот английский hello тоже ведь про ад, hello. Вот видите, у германцев все правильно озвучено. Они жили всегда в аду, и храбрые посетители частные Афона решили присоединиться. В куче ведь веселее с собратьями по разуму. Не вышло у нас чего-то другого достичь, несмотря на человеческие условия. Как были обезьяны, так ими и остались. Жаль только, что при этом убивать начали массово и детей заживо сжигать. Но это ведь у вас в порядке вещей уже. Нормалек. И крематориум, это же традиции старые, бедно-ведные, перуново, как у новые. Афон же это святое у рабов и жителей дурдома, что есть одно и то же понятие, напомню. Раб это дурдом, дом зла и безумия, дури. Примечательно, что и наоборот слово дает интересные понятия. На русском это «да», это «согласие». Ад приходит согласие, когда Афоня забывают волшебное слово «нет». С тем теряют и жизнь. А вот тот «авон» это «ново» наоборот, это «новое» на латыни. Ну как вам понравилось то «новое»? Новое в жизни, запомните, больные бандерлоги, может быть только одно – смерть. Жизнь сама по себе не может быть новой. Жизнь, она и есть состояние не в смерти, не в Афоне. А когда говорят «новая жизнь», это ложь. Это уже вам говорят, что вы умерли. Но тут интереснее получается понятие, если поменять то слово «нет», no английское, на другие варианты слова «нет». Ло, ла, вы говорите «не» русское или литовское «не». Слышим тогда «нева». Знаете реку такую в Ленинграде? Вон это оно.
На литовском нева это якобы. Далее лова, лава. Лова это кровать на литовском, а лава, сами знаете, чего такого. Кстати, лава извергается из неких вулканов и сжигает все. Это про Афон и про то, что в иврите есть лава. Это подчиняться, заемщик, прилепляться, присоединяться к кредиту. Это всегда связано с грехами, беззакониями и извращениями, которые изжигают бандерлогов живьем. Вроде бандерлог скачет себе по работам рабским, а состояние его по-научному и определено как burn out, выгоревший. Я сам знаю, что это такое. Проходил этот огонь. И могу вас уверить, ни алкоголь, ни наркота не помогает погасить то пламя. Только рабочее состояние мозгов, вода пресная, отец, как говорится. Вы должны возвратиться к отцу, к пресной воде и выбросить из меню все диуретики, что и есть сжигатели бензины, что красиво названо яблоко. Ту лаву можно еще прокрутить и получаем слово овал. Поступать несправедливо, неправедно искажать, морально извращать, морально в иврите. Я лично это перевожу как безотцовщина. Также это дает и понятие абон. Вода включена. Это про потоп. Об этом есть видео. Когда начинаются такие процессы, приходится чистить бандерлогов. То понятие вода включена, отец включен, он переходит и в понятие ООН, что в дурдоме названо какой-то организацией Объединенных Наций. Нет, это инструмент потопа, кран большой. Вы сами можете помните, что устроило вам пандемию. Подразделение формально ООН, а по-моему это есть Oberkommando der Wehrmacht. Дословно на английском Всемирная организация ада. Ад он же через здоровье приходит. Здоровья не стало, разрушили храм и все. Стали немцам и трупом, зомби Афони. В греческом ООН это яйца. Вот и до Кощеева яйца дотянулись, по-моему. И как то яйцо действует, по-моему, я объяснил. Хотя, как говорится, по вере вашей вам и воздастся гениальные египтяне. Ну и на главное сегодня поговорю и поразмыслю над понятием зомби. А то все знают слово, все более-менее видели, как оно выглядит. Но, как говорится, понять это и увидеть в реальности без шансов. Картинка вроде есть, но она сделана как ориентир, как дающий нужные детали, но в реальности немножко это не так. Хотя я уже явно вижу зомби, особенно по телевизору. Не знаю, как это устроили германцы, но это уже наяву у меня. У меня уже тот фильм «От рассвета до заката» уже идет. Следите за новостями. Я заметил, что интервью берут часто у зомби. А зомби на то и зомби, чтобы весело тут интервью давать. Зомби, трупаки, немцы, афони и жители ада – это все одно и то же. Качество этого существа и объясняет слово афон и авон. И овал и лава. Это и есть тем самым та лава, которая губит все, когда извергается на живое. Это и есть каратели. Вон смотрите фильм «Иди и смотри», там показали вам тех карателей. Это были и немцы, и русскоговорящие. Это и были зомби. Или думали, каким образом можно карать и жечь да изничтожать зараженное стадо. Да самим стадом. Тут и что думаете, будут для вас изобретать какие-то боевые машины специально? Да нет, бандерлоги, сами будете уничтожать. Вы же ума-то не имеете. Вот попали на драйвер-фюрера, получили сахарку много, других ядов, вышли из строя, стали жидами, немцами, зомби и все. Будете служить за шекель и сахар смерти. Будете убивать и калечить, мучить, как и подобает армии ада.
Вон там с черепами и крестами ваше воинство православное, это тоже слуги смерти и ада. Или вы вот это вот называете разумными и порядочными людьми, одетые не поймишь во что, не пойми с какими знаками, не пойми чего говорящие, и с идолами вокруг, и с шекелями в обнимку. Вот это ваши, значит, разумные и порядочные, ваши самые-самые такие, тоже великие. И ведь очень просто определить, что такое эти ваши батюшки и другие православные. По плодам их узнаете. А плоды какие, как думаете, вот этих процедур обрезания мозгов зомби? Посмотрите на суть. Что зомби делает в церкви, якобы состоя в православии? Чем он занимается? Что его определяет как православного зомби? Это сидение в церквях среди таких же зомби по не знаю сколько часов в неделю, вместо того, чтобы пойти в лес, по грибы, на свежий воздух и сделать прогулку или пробежку, или книжку почитать какую умную. Мы видим явное заключение зомби. Он сидит смирно и слушает галиматью от безумца, который он по определению не может понять, у него мозги не работают. Смеялись над советскими политруками, а сами-то что? Там-то хоть что-то интересного рассказывали. А тут вы что понимаете, что он там трындит вам? Зачем вы туда ходите, я не пойму, так как сколько я видел тех полуумных, они явно ничего не могут понять. Просто таращатся, значит, пучат глаза и воображают, что они чего-то соображают. Кто соображает и понимает что-то, поверьте, на те сеансы гипноза не ходит, ему это не нужно. Так как он не понимает происходящего, его мозг либо отключается совсем в это время, либо он начинает лихорадочно чего-то стараться понимать, запоминать, забивая свою маленькую оперативку явным говном еще. Она и так маленькая, там обрезанная. Это процедура обрезания и физического, когда вас держат в заперти без воздуха, без кислорода, без электричества. И мозг голодает, и плюс вам заставляет думать то, чего вы и так не понимаете. Двойной обрез, как говорится. Запомните, больные, не ходите туда, где большие скопления зомби. Там вы голодаете кислородно. Больше бываете на свежем воздухе, будете дольше жить. Гарантия это зеро. И могу вас уверить в простом, в церкви Бога не ищите там Его. Он может быть только в настоящем храме, в теле, в мозгах, больше нигде. И тот храм должен быть не руины, а в сохранности и освящен. Бог это связь, это частота, это беспроводка в башку гнилую. Бога можете найти в природе, там, где Его творение, деревья, трава, птицы, животные. Там есть Бог. Вон птички летают, как думаете, на каких мозгах и чем управляются. Откуда у них эти, значит, программки, маршруты все, чтобы долететь куда надо. Вот есть программки, есть связь для них, есть ихний сервер. А в той куче камней там будет дьявол и его инфраструктура, и его слуги. Там блестит, там свечки, там тьма, там идолы, там чудища какие-то, там распятие разума висит, там логово безбожников и христопродавцев, нежити. Церкви удаляют людей от Бога в прямом смысле. Вы там избегаете Бога и уединения с самим собой, той нужной тишины, когда Бог может выйти на связь, если душа цела и есть, и энергия поступает. Это как убежище от Бога. Вы там скрываетесь от Бога, бандерлоги. Это как бомбоубежище, но цель которых, чтобы не попали на связь к Богу, это и церкви, это арены разные концертные и тому подобное. Как крипта некая, могила за шекели. Вы себя хороните заживо, сидя в этих каменных могильниках, и отпеваете там себя. Это как крипты, куда вы хороните себя и своих детей. Поэтому дети плачут там, они чувствуют дьявола. Я долго не мог понять, почему мне отвратительны всегда были костелы и церкви.
Я смог их посещать как-то полунормально только когда уже был зомби. Теперь мне ясно, от чего такое отвращение. Мне там пахнет серой. Кто-то скажет, что это благовоние или свечи так парафином воняют. Учтите простую вещь, бандерлоги, которые чего-то учились, но ничего не можете применить. Парафин в себе и имеет серу. Свечи они и воняют серой. А запах серы указывает, сами понимаете, на что. Так что те все ваши потуги со свечами — это служба аду и дьяволу. И свечи где зажигают? У трупа. Да? Много трупов у вас собирается в церкви. Вот и все плоды этого. Уже не говоря о том, что вас обманывают нагло и обирают те бандиты. Это я даже не считаю. Как думаете, видя вот такую суть, на чьей стороне воюет ваша так любимая церковь Дахау? На стороне Иисуса и жизни или на стороне смерти? Ну вот ведь незадача, вас убедили, что Иисус и православие — это как бы одно и то же. Самая настоящая церковь и вера, не так ли, бандерлоги? А вот суть-то вы и не видите, а лгать вам они будут всегда лгать. Они заинтересованы лгать. Шекели ваши рекой текут потому. А дети, малые дебилы по определению, не могут отличить лжи от истины, так как инструмент обрезан с понималкой или еще не вырос. Вот видите, кто заинтересован вас обрезать и ваших детей обрезать? Вон оно, рядом с вами. Не в проливе Ормузском, не в Иране, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Это у вас рядом, дома, в квартире, на улице, за углом. Вы в этом живете аду, не замечая ада, так как вам телевизор по-другому все объясняет. Прибыльно в аду лгать, и вы тоже лжете и себе, и другим. А это смертельный грех. Лгать запрещает закон Божий, он указывает путь на спасение. Спастись в аду можно только остановив ложь и другие деяния, которые все ясно объяснены и перечислены. Только один путь выйти из Египта и ада — это соблюдение 10 заповедей и законов от Эзера, что есть современная интерпретация для зомби тех же 10 законов, или точнее приказов. Если армия не воюет и не слушает командира, она никогда не победит неприятеля. А вы не слушаете и не исполняете те приказы и хотите спастись? Нет, вы подохнете в концлагере смерти. Кто в Дахау, кто в Освенциме, кто в Бухенвальде, кто в Майданике, но вам ведь какая разница? Вместо того, чтобы исполнять приказы, вы их нарушаете регулярно, и вам ваши враги устроили даже отпущение грехов, немыслимое даже в дурдоме. Это признак ада такое, и ваши те друзья — это слуги ада и черти. И это не выдумка, а истина. Ведь это лежбище дьявола и называют опиумом для народа. Вот она, оккупация Германии и германизация, что дословно и есть превращение в чужого, в alien. Вон она у вас на улице вовсю, в школах, больницах, где расстреливают и убивают раненых, которых сами наплодили. И все в угаре сахарном и наркотическом. На первитине, как говорится. Кто не понимает, что такое первитин и как это относится к зомби-населению, слушайте старое видео про метамфетаминовый рай. Подсадили черта в себя, и все прекрасно, все хорошо становится, прекрасная маркиза. И вы никому не нужны, могу вас уверить, никому. Шекели вам даются только до тех пор, пока вы исполняете указания рейха и выдаете или свой гавах, или забираете гавах у других, что есть по сути жизненная энергия. Если исправно служите, то вас пока не убьют. Но как только начнете думать или хворать, вас просто убьют. Тут зомби никто цацкаться не будет. И с детьми зомби тоже никто не будет цацкаться. Уходит последнее поколение советских еще, и больше не будет преград полному аду. Не будет даже кому вспомнить, что жизнь может быть другая, без ядов и толп зомби. Я могу сказать, что те оставшиеся советские, они и есть последние носители той программы, которая теперь удаляется в аду. Аду человек не нужен, это враг ада.
Абсолютное большинство удалило ту программу сразу, а огромное количество удалили до событий, даже себе не инсталлировало той программы вовсе. Было неудобно даже жить по принципам советскими, коммунистическими, христианскими. Общество на это уже смотрело как на ненормальность. Двуличие было нормально. Мир меняется как раз теми духовными программами, которые были залиты перед этим. Мир меняется, когда меняется программа, дух. Когда удалили советскую программу, вместо нее пришло ничто. Пустота. Да, это есть чужое, это денежное, но это смерть и пустота. Отсюда зомби. Зомби — это удалившие программу разума и совести человека, потерявшие душу и связь, а взамен они получили только внешние стимулы в форме жизни в экране и шекелей до покупок и барахла. Это никак не может закрыть большую брешь внутри. Та брешь и принимает форму черной дыры, черной дури. Выстоит ли мир, в котором, возможно, душа, разум и жизнь зависят от оставшихся живых? Это и есть наш последний и решительный бой. И никакого другого не будет. Останетесь ли человеком или превратитесь ли в человека, кто попал в зомби-состояние, от этого и будет зависеть судьба мира и той программы, того жизненного алгоритма, который будет преобладать. Алгоритм не будет переключен произвольно, на то нужны показатели мозговой активности зомби. Отступать некуда, за нами Москва. Это очень точно определено, отступать некуда, везде ад. В себе уже надо искать силу и поддержку только в себе, это и есть выход на связь с Богом, с разумом, с собой. Окружение уже ничем помочь не может, там ад кишит со змеями, зомби и вампирами. Наводить порядок и дисциплину надо у себя в теле, в голове, отстраивать свой храм. Только такое может успешно воевать и с зомби, и с ихними господами германскими. Кстати, может, кто уже понял, что зомби и жид — это одно и то же. Я уже не раз говорил, что это все связано. Немцы, мертвые, зомби, жиды — это можно коллективно и назвать нежитью, некромонгерами. И это не национальность, и не паспорт. Это дух, это программа, а точнее отсутствие таковой. По сути, зомби — это и есть рабы и слуги рейха, это костяк армии ада. Они берут в окружение людей и их изничтожают примерами, грехами, извращениями. Ими командуют германские духи, программы, экранные разные привидения, спирт, алкоголь, наркота, и они становятся подвластными тем программам и духам. Одни служат в армии фельдмаршала Моделя, другие в армии фон Лейба, другие в армии генерала Кюхлера, исполняют приказы из-за экрана офицеров в форме Ким Кардашьян, Дэвид Бекхэм и других молодых офицеров многочисленных дивизий Гитлер-Югенда, Das Reich, Totenkopf. Самая многочисленная дивизия, по-моему, это «Мертвая голова», Totenkopf. Солдат видимо-невидимо в той дивизии. Даже трудно представить, как это управляет, но управляет. Сами видите, бегаете по выборам, по разным митингам, слушаете пропаганду, по приказу испускаете гавах, когда прикажут. Вы нормальный, как думаете? Вы люди вообще-то? Или звери в цирке, где за трюки вам платят сахарком, что в переводе есть и жалование, то есть шекели. Посмотрите вон на себя в какой-нибудь передаче из цирка, где дрессированных зверей показывают. Вот этого и есть. За исполнение трюка в рот сахарку, а в нашей реальности это шекели суют в карточку. И те дрессировщики из вашего племени нашлись, с батагами ходят. ВИП называется. Вот показали вечный зов, как, значит, Назарова сделали таким с плетью. Это в Турляндии вот этот VIP Very Important Person называется, а в английском это плеть. А еще дальше гадюка. Випер. Мертвая голова — это про зомби, это про Афон, это про отрезанную, обрезанную голову. Выключка произошла. Вроде ходит существо, чего-то даже повторяет про то, что услышало из телевизора. А по сути это мертвый, ничего не соображает, ничего не понимает. На все ему нужны внешние команды и командиры. Никаких мыслей за рамки колючей проволоки, за рамки ценовой.
Все обнесено у него в голове колючей проволокой, то есть ценами. Никакие другие критерии не используются. Цены, прибыль, доход, расход, значит, скидки. Это и есть система концлагеря смерти Германии. Германия — это отчуждение, и все за деньги. То, где вы живете, это и есть Германия. По-другому это еще называется и Египтом. В вашем понятии это Российская империя. Но это уже не империя, а развалины по сути. В той империи или том царстве-государстве ведь и правили германцы, вам говорят, то есть чужие. Оно такое, как признак Германии. Где видите германцев, а они повсюду, как флаги развешаны, это и значит, что тут Германия. Египет, Америка, Ассирия, Израиль, все это в одном сосуде, как и история, она вся переплетена в клубок. Все события происходят одновременно. И население соответствующее в рабстве, Египте царит обман, и главный обман, что здесь рабство. Нет, Египта нет. Концлагеря смерти нет, и везде тут какие-то живые, то ли граждане, то ли свободные люди, то ли физические лица, которые власть свою выбирают, и права имеют, и вообще живут и радуются, не нарадуются. Да. Рабам уже показывают открыто, что они рабы, что они мертвецы, но голова-то не работает. Она не может за 10 лет это понять. Она и есть тормознутая голова. Это нормально в лагере, что и переводится как тормознутая голова, лагающая голова, замедленная голова, запаздывающая голова. Голова, развитие которой было искусственно замедлено и остановлено, я бы сказал. Все эти ваши вкусности, которые я перечисляю в каждом видео, и есть вещества, замедляющие голову, работу мозга, останавливающие ее. Отсюда автоматически попадаем в лагерь смерти, где бродим до смерти второй, сами даже не понимая, что наше развитие ментально-духовное было остановлено. А первая она уже случилась. Смерть мозга — это и есть смерть человека. Человек он ведь только тогда, когда мозг находится в рабочем состоянии. По сути, зомби, они инфантильны. Они остаются детьми, даже будучи взрослыми дядьками и тетками. Их мозг замедлен и остановлен. Это обрезание. Это лоботомия. Отсюда это инфантильное, безответственное и реально дебильное общество. Это по сути дети. А по-научному это и называют слабоумными, то есть дебилами и олигофренами. Напомню, что дети в переводе моем это смертные, смертники. Deathy на английском. Это по сути мы и есть. Мы никогда не становимся взрослыми. Нам нужна всегда помощь и совет по связи нашей, который еще и обрезаем. И тут уже, может, понятнее будет тот римский лозунг хлеба и игрищ. Ведь дети любят игры. Никогда не подумали, почему так именно сформулировано. Это как бы для рабов говорится. Я уточню, это для детей, дебилов и зомби. Если кто еще не понял, матрица это и есть игра. Ролевая. При капитализме играем в игру монополию. Те же правила в принципе. Выйти из игры трудно. Это и есть выйти из концлагеря смерти. За игрой дети и умирают. Даже физически бывает, что зомби долго играют в те компьютерные игры. До изнеможения. До отключки. Я тоже бывало по ночам играл в танчики. Вот. Так что не понаслышке об этом знаю. Все проверено, все прошло мое личное ОТК. А дебил, помните, ведь это есть черт, devil на английском, и хромой в латыни, дебилис. Безвольник, невольник, по сути. Вот вам и прием, каким образом набирается в концлагеря контингент. Это сугубо добровольное. По праву рождения здесь становимся и детьми, и чертями, и дебилами, со стертой памятью, как и показали в фильме «Вспомнить все». Потом уже вопрос, на какую наркоту подсели и стали невольниками, бесом тем самым. Как взяли в прошлом жиды и поперлись в Израиль массово перед Второй мировой и во время Второй мировой. Шуганули, пообещали разных разностей на месте им там. Сахарком шекельным помазали и поперлись в Палестину добровольно, да с песнями и за свой счет. А попали в гетто и концлагерь.
Потому как дураки и слабоумные, как дети, поверили в сказку. А сказка оказалась про крысолова. А как, думаете, крысолов крыс-то забирает и уводит в воду? Неужели он говорит крысам, что, мол, пойдете теперь в воду и утонете? Да нет, это так не действует. Крысы чего любят? Жрать сыр. Ну вот сыром их и завлекают. А двуногие крысы, которых и показывали в мультфильме про Нильса, там крысы почему-то на задних лапах ходили, они любят не только гнилой сыр, но и заманивают шекелями их. Вот главный сахар для крыс. Для воров и жуликов они любят что? Правильно, богатство и шекели. И поперлись крысы. Произошел, по-моему, некий естественный отбор и дератизация территории. Гуманная дератизация. Крысы не погибли, а очутились в бочке с другими крысами, где уже они начинают веселиться сами собой, не трогая человека. На эту тему есть легенда об чуме в Средневековье. Чума и мор, оно не лечится, как и теперь оно не лечится. Единственная возможность — это удалить из жизненного пространства зараженных. Вот концлагеря смерти и гетто разные — это и есть меры против чумы и мора. А средневековье — это в переводе со злом, во зле. Medieval. Или в дуре. То же самое. Это не какая-то там, значит, прошлое, это вон реальность. У нас за окном средневековье. Так что это лечение и превентивные меры чумы и мора просто. Те крысиные бега в Израиль, в Америку и в другие свалки — это всегда и была мера дератизации, по сути, борьба с чумой. Больной он бежит куда-то, сам не знает куда и зачем он больной на голову. И бежит туда, где его просто будут держать и убьют. Так что на вещи надо смотреть ширше и не упускать из вида того, что это ведь дурка, ад. И в ней происходят процессы исцеления. Больных из одной палаты перебрасывают в другую. Но больной всегда увозит и свою болезнь. А это и понятно, что больной прекрасно себя чувствует как раз там, где вокруг такие же больные. С таким же диагнозом. Они найдут, значит, общий язык. Вон гетто у Средиземного моря, оно про это и есть. Но, по-моему, на поверку больной, оказавшийся среди еще более злых больных, быстро понимает, что он куда-то не туда зашел. Но дверь мышеловки уже захлопнулась, и выхода нет. А положение, когда нет выхода, безвыходность, это в иврите есть понятие ад. Так что ищите связь, ищите воду, пейте пресную воду, чиститесь. Это может помочь больше, нежели путешествие с крысами в рай крысиный. Рай там, где живет человек разумный, где правит и тем самым исцеляет разум, а не крысы шекельные. И у нас, помню, много детей поверило в сказку американской мечты, то есть сна. Это то же самое, что с Израилем. Там тот же Израиль, только побольше и народу побольше. Вон у нас в 90-х произошла катастрофа от того, что многие поверили сну, захотели поспать в Америке. Проснулись, а вокруг пустыни и шакалы скулят, да кока-колу хлещут. Мы повторили то самое путешествие в землю молочных рек и кисельных берегов. Только, увы, ехать никуда не надо было. Хотя некоторые поперлись в ту Америку географическую за счастьем. Мол, там золото на деревьях растет. А это просто всегда была вербовка рабов. Это была реклама и маркетинг для сумасшедших, которые верят в то, что здесь есть райские места для простого бандерлога, и что можно, значит, на поле чудес вырастить инвестиционное дерево, закопав золотые в землю. Отбирали самых лучших в ту Америку, там какую-то лотерею устроили для рабов. Дьявол работает всегда по стандартной схеме: власть, слава и богатство. Когда слышите обещания вот такие откуда-то доносятся, знаете,
Это дьявол удит рыбок, то есть дураков. И дураков он всегда обманет. И главное, тут у нас и появилась та Америка. Она везде. Поэтому оно и называется Соединенные Государства или Состояние Америки. Везде та же схема, везде одно и то же королевство кривых зеркал, и змей шипит на куче шекелей, и горит огонь адский. Оно, как я заметил, всегда манит, когда оно где-то за бугром, оно как недосягаемо, но манит и машет красными труселями, жвачкой, джинсами, плакатами с красотками обнаженными, крутыми тачками. Вон он рай, вон где счастье, вон где тебя ждут и не дождутся, пока ты придешь туда и все заберешь, и жвачку, и тачку, и красотку. А когда уже приехал туда, оказывается, что там концентрационный лагерь смерти и ничего более. А все, что показали, оно так и будет, но все лживое, все за шекели, и на это надо угробить всю жизнь и здоровье в бегах по песку. Все это, казалось, была просто лживая реклама. И оно само приперлось. Мы позвали, покричали, что нам надо перемен. И вон оно раз и зашло. Приползло с яблоками и научными доказательствами о вреде воды и о пользе Кока-Колы. И бежать никуда не надо. И самолеты захватывать, и прыгать из корабля. Вон оно за окном. Та Америка. И в американцев превратили славные бандерлоги, в жидов и иже с ними. Вместо крутых тачек и красоток до свободы некой неясной и манящей шнеля, шнеля, арбайтен, душвайне, гунд, колючая проволока, собаки и вышки на углах. Хотя им и нам кто-то сказал, что мы тут самые умные, значит, жителям всяких Израилей. Хуцпа и пиар да реклама в этом мире правит ложь. Ловят на крючок дураков рыбок, а чтобы глотали те крючки, надо делать обрезание, массовое и невидимое. И наступает тогда веселье, лоботомизированный он по определению счастлив. А необрезанный он становится изгоем в обществе лоботомизированных, каким изгоем был МакМерфи в фильме «Полет над гнездом кукушки». Он был в том заведении ненормален. Точнее, его доктора признали нормальным, но опасным. Это и был приговор. Так что вот те зомби — это остановившиеся в развитии разума лагер, вечные дети. Когда видите лагерное пиво, знаете, это тормозит ваши мозги и развитие умственное. По-другому это можно назвать еще дегенерацией и вырождением, да, регрессом. У вас полное вырождение, дегенерация, регресс. А вам доказывают, что прогресс великий у самых великих. Но правильно и говорят, так как прогресс — это проколотая голова. Пинхед пожаловал к вам в палату, но вы его опознать не можете по причине синдрома Даннинга-Крюгера. Дядька уже на пенсии, а все еще верят в сказки, в мультики, в телевизорные, и это массово. Такое окружение и такие авторитеты мешают и полноценным детям развиваться. Те, видя такое, просто тоже офигевают и останавливаются в развитии даже до наркоты. Инфантильное общество, оно страшное общество. Общество, в котором нет взрослых, нет порядка и ответственности. Произведение «Дети кукурузы» Стивена Кинга, оно об этом. И что, наверное, можете понять, что дети слабоумные, они очень эгоистичные. Отсюда царит здесь ад и дух гонки и соревнования до разного рода убийств. И этот эгоизм, он поощряется сахаром, в принципе, который подается в форме шекеля. А эгоизм — это другое слово юдаизм. А юдаизм, эгоизм — это тоже слово фашизм. Ну вот видите, как и где орудуют фашисты. Они не только на Украине. Это весь мир уже такой. Где зомби, там юдаизм, там эгоизм, там лагерь смерти. Там дебилы, черти и невольники. Все логично.
И те понятия Deutschland, Deutschland, über alles an der Welt, это же рассчитано на детей, на дебилов, на жидов и зомби, на эгоистов. Он будет себе голову бить на ринге, убьет мозги себе, но также набьет мозги другому и получит нужные шекели. Это подход ребенка, это подход дебила, которому не жаль ни себя, ни другого, ни Бога, ни разума, а на первом месте эго и шекели. Германии. В таком обществе, таком состоянии уйма произведений, непонятых, по-моему, никем, не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о таком аспекте. Это и повелитель мух, и тот дитя робота. Та девочка, она была ребенком, она смертная, это народ как бы. И сами, наверное, понимаете, что детям и ребенку нужна помощь и присмотр. Его одного оставлять нельзя, это чревато. Как и вышло в фильме «Дитя робота» и в «Повелителе мух». Там сразу появились фашисты, и их порядки людоедские. За нами ведется присмотр, за нами присматривают взрослые, разумные программы. Это мы называем ангелами-хранителями, Богом и подобным. Но робот может выйти из-под контроля, ему даже дана такая возможность. Это названо свободой воли. Роботу или ребенку позволено творить зло и даже убивать и других, и себя. Это делается удалением предохранителей, которые сгорают в огне, которого уже не тушит вода, охладитель в мозгу. Яблоко и диуретики, они сжигают предохранители, воду, охладитель процессора, чтобы не перегревался. Прерывается связь с Отцом Небесным, и дети превращаются уже в другое состояние, которое называется великовозрастный дебил и зомби. Это выключение и обозначено словом психотропик. Вот те вещества, они выключают антенну, убирают воду и выжигают вам мозги. И это, поверьте, не только те колдовские вещества из ваших жидовских аптек. Это и сахар, и алкоголь, и соли, и конфеты, и булки, и квас, и пиво, и вейпы. Мать в иврите это М, это буква М. Тем самым это и вода. Буква М это мем. И это вода в иврите. То есть отец уже через английский и немецкий. Water, Vater. Вода и наша мать, и наш отец, можно сказать. Блокировка воды нас лишает родительской помощи, лишает отца и матери духовной, небесной, программной. И мы становимся беспризорными, заблудившимися душами в аду. Так что те фильмы об революции и беспризорниках – это не выдумка, а это реальность. И то состояние безводное, безматерное и безотцовщина в иврите есть эма. Также и авал, можно сказать. Аб-ау. Лаба. Лава. А формально это переводят как ужас, страх, кошмар, идол, ужасный террор. Это эма. Это обезвоженность и безотцовщина. Ну, у вас Эма крутое имя ведь. Идол разный с таким именем у вас в почете. Эмма Уотсон, там еще какие-то, знаете. И некая есть всеми любимая организация ММА. Там бандерлоги за шекели друг друга убивают. Напомню, что единственная молитва в Библии это «Отче наш». И эта молитва как раз адресована воде, без которой мы превращаемся в демонов и зверей. Это как залить в дизельный мотор бензин, а мы этим и занимаемся. Нас убедили научные разные слуги дьявола, что вот так оно лучше для бандерлога в концентрационном лагере смерти. А может, вам наврали? Никогда не думали? Нет? Знаю, что не думали. Вот это как раз и есть обрезание, чтобы не думали. На то яблоко и состояние эма. Или авон, или ад. Почему вода и отец на связи нам нужны, лучше всего объясняет слово на латыни «vero». Дословно «отец» или «вода» в голове, в голову. В «р-о». Наоборот, «ореб» – светлый плод. Плод света, я бы перевел бы так, источник света. Это как батарея у вас в голове, и голова начинает работать.
Вода, это уже не раз говорил, это сжатое электричество, энергия. Но только пресная. Морская, соленая, она для нас не годится. Это как дизель в бензиновый мотор. Это нас травит, соли нас травят и не дают энергии, не являются истинным источником света электричества. А в латыни то понятие «отец в голову» и «вода в голову» «веро» дает следующие формальные значения. Истинный, реальный, фактический, соответствующий реальному положению вещей или фактам, фактически верный, подлинный, неподдельный, не фальсифицированный, не ложный или не искаженный, надлежащий, подходящий, приемлемый или соответствующий цели или обстоятельствам, правильный, справедливый, поистине, истинно, действительно, несомненно, в истине, поистине, сказать правду. Поняли бандерлоги или не совсем? Только это состояние дает вам возможность быть в реальности и понимать правду не больше и не меньше. А когда это отсутствует, то это безотцовщина и есть обезвоженность, эма, абал, авон. И без матери, и без отца. А ребенок в таком положении, он в принципе в джунглях подвергается смертельной опасности среди жидов. Тогда вы и живете в королевстве кривых зеркал и даже об этом не подозреваете, нет чем подозревать. Подозревателька или думалка отклечена. Или вы вот этот кривой и лживый мир называете миром Бога и добра? Вы, наверное, рехнулись. И давно, по-моему. Тут с тем вера, как с тем греческим лео, львом и разумом, то слово объясняет досконально, что значит для нас разум. Главное из этого и есть понятие «нет», «ло». А тут пояснено, что такое вода, надлежащая в голове. Источник света, лампочка Ильича зажигается, и тьма со страхами уходит. Появляется истина. Огонь. И борьба, конечно. И огонь это и есть борьба. Огонь в греческом. Надеюсь, вам понятны причины того общества зашуганных зомби здесь, всеобщего страха, что царит здесь среди зомби, и почему вам постоянно террористический акт показывают. Это не реальность материальная, это реальность ментально-духовная. Это последствия массы дебилов и зомби, обезвоженных, лишившихся разума, воды, отца и матери, которым никто не говорит истины, что они дебилы и зомби, и как можно это исправить. Намеков много, есть возможность обойти укрепленные линии дьявола, то есть германцев, но нужен разум. Чтобы все это упорядочить, нужна душа и связь. Красная звезда нужна в башке, а таких здесь не осталось. Все ходят проколотыми головами с орлами под иглой, мертвоголовые рядовые армии зомби, то есть вермахта. Общество жидов и юдаистов, то бишь фашистов, оно и практикует обрезание даже практически, как бы показывая суть ада, но маскируя это под неким покрывалом крайней плоти. Не то обрезание члена, это не самое главное. Самое главное, это общество обрезает мозги до состояния зомби. Это то, где мы живем. Мы есть обрезанное общество, которое практикует, я даже не могу это выразить словом, трудно подобрать, назовем это массовое ежедневное жертвоприношение, как и показали в фильме «Апокалипто». Этот процесс, он идет не останавливаясь. Удаляют сердце и отрубают голову. Цивилизация майя. Цивилизация иллюзий. Цивилизация мое. Это наше все, и это мы принимаем за норму, и это узаконено. Все наркотики и обрезающие инструменты легализованы и продаются везде. Все крепкие наркотики в свободном доступе любому за шекели. Только чтобы не обрести разум, зрелость, не получить глаза открытые и видящие, чтобы остаться ребенком лагерным до конца дней. И зомби всячески заинтересованы этим заниматься, обрезанием своих мозгов.
А зачем мозги, если все на них тут уже открыто, все знают, ответ на все вопросы даны, безопасность обеспечена якобы. Но реальность она страшная. Ад пылает, кричат, плачут, стонут, горят, погибают мученики, грешники, вопят, да под шелест шекелей обезболивающих много надо, наркоты, чтобы все это заглушить, чтобы каратели не испытывали никакой жалости ни к себе, ни к другим. Medication time в дурдоме. Вот так работает наказание Бога, так работает палач. Зомби ничего не может заметить, так как у него того, чем можно это заметить, нет. Зомби — это обезоружен ребенок, которого можно убить, искалечить, принести в жертву, изнасиловать, обмануть, ограбить, сослать в Палестину или Германию в рабство за океан, и жертва ничего даже не поймет. У нее все нормально и все добровольно. Как-то Ума Турман лежит себе в коме, а ее насилуют за шекели. Это про вас показали. Про вас. И кто уже у нас такое заинтересован делать? Как думаете, кто этим занимается тут вокруг, этим насилием и грабежом? Как их можно назвать? Фашист, юдаист, жиды. Вон оно. Но это слуги дьявола просто. А в Библии это названо змеем. Это враг человечества. И оно имеет много имен. Не смотрите его рожу, по плодам их узнаете, только по плодам, то есть результатам деятельности. Не слушайте сладкие речи о прогрессе и счастье до экономических достижениях. Смотрите кладбища, больницы, школы, сводки преступлений, обилие наркоты, татуированные зомби, всякие извращенные. Вот это и есть результаты и плоды настоящие. А в уши вам макарон всегда накапают. Яды и наркоту тоже по результатам можете определить. Если вещество не является запрещенным и не является официально наркотиком, но имеет такие же последствия и результаты, как наркотик, это и есть наркотик. Например, кофе. Вроде бы не наркотик, но слезть с него не удастся так просто. Ломка. Постоянно требуется этого напитка. Зависимость от него вырабатывается. По всем признакам это наркотик. Все просто, но нужен разум у дураков, а дурак он на то и дурак, чтобы рак и раком, и чтобы ошибка постоянная по жизни. Если делает татуировки молодым, если продает наркоту, если продает алкоголь, если продает вейпы, если грабит и собирает шекели в интернете, если забирает шекель за какие-то мозгодолбежки психологические, которые расстраивают психику дуракам, это есть оно. Это враг. И это надо бить как только возможно. Как змею, по голове и больно. Иначе оно само себя бить не будет. Может, хоть это понимаете, долбодятлы? И как явление, и как пособников, и слуг дьявола их тоже надо бить. Иначе войну не выиграть. Или думаете, вот показали вам Великую Отечественную войну, если немчуру не бить, то как одолеть-то? Мертвечину-то. Разговорами и поучением? Вот попробуйте пойти в салон татуировок и убедить тамошнего не делать татуировок, или пойти в магазин и убедить работников закрыть отдел алкоголя. А это оно и есть. Вот ваши враги, враги ваших детей. Вы что-нибудь сделали за жизнь, чтобы вот этого не было? А другие зомби сделали что-нибудь когда-нибудь? Да нет, они тяпнуть винца, коньячка или водочки могут, не более. Но это и есть воевать в рядах армии смерть, в рядах славного вермахта. Вот где победа-то великопобедителей Гитлера. Не там Гитлер, то вы за Гитлера всю жизнь и воюете на свою погибель и погибель своих детей. А как можно назвать место, где бродят мертвецы, армейцы, гитлеровцы? Да, это ад, либо чистилище. Тут чиститься пока никто не хочет. Отсюда ад полный. Со всеми признаками и причиндалами. Мы находимся в аду и давно уже находимся. По-моему, с Олимпиады в Москве все это уже более-менее отчетливо началось. Добро улетело, Ленин улетел. А что остается, когда добро уходит, возможно, даже это и сами поймете.
Про те состояния смерти замедленной головы, что в сказке названо концлагерями смерти, есть уже 2 видео про Освенцим и Дахау. Это не география, детка, это психиатрия. Это признаки и последствия того, что случается, когда вы попадаете в те состояния, те лагеря. Дахау — это про золотые купола. Не только деньги. Православных, когда видите, это заключенный концлагеря смерти Дахау. Оттуда они уже не выйдут. Освобождение из того лагеря возможно только выйдя из состояния зомби, перестав посещать черные мессы дураков, перестав мыслить шекелями. Других вариантов нет. Даже не думайте. Вы только себя обманываете, если полагаете, что вы нормальный и здоровый, если все время прикидываете, как тут кого облапошить, как купить дешево, как инвестировать и так далее. Система концлагеря, она так и сконструирована, что убежать из него невозможно. Это и есть ад, что в переводе тупик и безвыходность. Ценами все тут покрыто. Это и есть колючая проволока того концлагеря смерти. Невидимая и поэтому очень эффективная. «Деньги сделают все», — сказал Лохновский из «Вечного зова». «Деньги сделают не все, но сделают зомби». Как этот процесс проходит производство чужого и отчуждения Германии весьма шикарно показано в фильме советском «Визит дамы». Оно уже случилось. Зомби — это по сути есть заключенные тех лагерей смерти. Во всех фильмах их так и показывают. Обратите внимание на тех заключенных, каким образом их показывают. И сравните с голливудским. То же самое. Нам показывали зомби тогда, когда еще на Западе не было этого понятия. Вот те солдаты вермахта, заключенные концлагерей, это и были зомби. Но только их так не называли, но суть-то она такая и есть. Есть даже нам показывали тех, которые превращались из зомби в людей, и это тоже возможно. Но бытие должно быть другое, и чистилище надо пройти и освободиться из того лагеря. Их называли выжившими в концлагерях. То замедление и лагание головы, оно основано на подаче электричества в мозги. Об этом еще будет в будущем видео. Может, кто помнит, когда показывал отрывки из фильма «Государственная граница» 41-й, там показали, что, будучи убит в советской армии, в армии живых, солдат оказывался в армии германской, уже в форме зомби. Один из тоже явных советских фильмов про зомби в мирное время — это «Друг» с Сергеем Шакуровым. Вон там показали, что получается у человека, когда он вместо друга человека или кино, как в фильме, приобретает других друзей. Уже в смысле германском. Drug — это лекарства и наркотики. Помните же, что русскому хорошо, то германцу погибель. Вот тут слово «друг», оно универсально об этом иллюстрирует. Очень красиво показали, кстати, как превращаются в зомби в фильме «Обитель зла» в первом. Вон там пошло заражение вирусом, и Красная Королева, управляющая тем ульем, то бишь нашим миром, закрыла все выходы, сделала карантин и затопила тех жителей. Какие там велись процедуры, нам не показали, но потом показали результат. По плодам узнаете их. Процедуры, по-моему, были алкогольные и наркотические. Договенная информация подавалась тем дуракам. Ходили медленно и сгнившие, но в белых халатах научных и медицинских сотрудников. Мы теперь имеем это как массовое явление. Зомби стали учеными, докторами, профессорами, академиками, другими экспертами и специалистами. Но никакой пользы от них нет, кроме болезней и смертей. И какие профессора и академики, сами понимаете, что за образование и что за наука в таком мире мертвом за шекели. В аду какая наука может быть? Как быстрее трахнуть зомби, как облапошить, как украсть, убить, завладеть, искалечить. Ад, он ведь неприятное место. Или думает, это как курорт. Нет, это не курорт, а это западня, в которой делается то, что уму непостижимо. Но на то нужен ум, чтобы это осознать. А когда специально жителей ада лишают ума, то сами понимаете, как все становится легко и просто. Да еще сказали, что надо зомби соревноваться, кто изворотливее всех зомби окажется, кто постигнет дзен-бизнеса и сумеет травить, убивать, калечить и лгать лучше всех, тому и будет, значит, премия. Такие получают шекели, молодых зомби уже тоже натаскивают, некие стартапы делаются, выделяются кредиты, чтобы захомутать молодого зомби.
чтобы он там накупил, значит, в кредит чего больше на жизнь. Из детства молодняк сразу в ад попадает. Да и детство уже по сути в аду. Самое простое истязание в этом аду — это заставление человека стать рабом и себя истязать на работе. Добровольно. На 3 работах, как любят говорить. Вроде никакого насилия. Но для выживания нужны шекели. Это и есть удавка. Это и есть удавка. Удав, напомню, это в аду наоборот. Ты должен получить шекели любыми способами, если хочешь выжить. Сам себя убивай и калечь, продавай почку, условно говоря. Либо ты начинай грабить, гробить, истязать других, что уже другой разряд в аду. Это называют бизнесменами и подобными словами. Это египетские надзиратели за рабами. Добровольцы войск СС. Бесы и демоны во плоти. Я это называю бандиты, убийцы, живодеры, рабовладельцы, вампиры, звери и жиды словом. Они грызут других, как и показывают тех зомбаков. Их часто показывают в фильмах, как грызут человеческую плоть. Это показывает реальность, так и есть. Яды и наркота, да лекарства, оно убивает тело. Тело начинает гнить и атрофироваться. Из него выходит энергия, здоровье и жизнь. Вот этот процесс и показывают в фильме. Можно сказать, показывают бизнесменов, которые питаются телом, здоровьем и временем других. Смотрите внимательно, Бог показывает реальность, которую вы не видите. Жаль, что зомби реальности не видят, у них в экранах по-другому все объяснено. Они Бога из куста не видят и не слышат. Глухие, слепые и немые. Немцы. Забирают галах и мучают других, пристально следя, чтобы загрызаемый был все время довольным и не испускал писков каких-то. Human resources, это же и названо человеческий ресурс. Это по-другому отдел персонала теперь в Германии. А ресурсом, сами понимаете, заменяем, истощаем и возобновляем. Мы сами и делаем то возобновление, рожая новых рабов. Травят, расстреливают, вешают, убивают. И это в аду и концлагере смерти идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И вроде тишь да благодать, не так ли, бандерлоги великие? Вас убивают и ваших детей, а вы даже не поняли, пока уже в экранах начали вам войнушки показывать, которых нет в том виде, что показывают, но которые идут вечно здесь. Апокалипсис. Вам глаза хотят отворить на происходящее, и поверьте, это зомби ихним господам ада не на руку. Тут орудует уже противник ада. Стиль и манера непривычная для зомби, но у кого уже появились глаза, он уже может понять. В фильме «Матрица» это тоже показали, но об этом в других видео. Ну, наверное, уже пора прооперировать слово. Погнали в СЛО, апокалипсис. Много интересного найдем и увидите, что фильмов про зомби куда больше, чем вы себе представляете. Зомби может выглядеть совсем не так, как классическое его изображение. Это внутреннее больше, чем внешнее. Это программное, это духовное. Зомби на английском, на русском проще как написали, так и произнесли зомби. Я это разделяю на зом и бия. Тот бия формально это суффикс, которым формируются слова, характеризующие людей в английском. Я на это смотрю попроще. Это есть просто английское by или be. Пока, прощай на английском или к, при, на, у, рядом, около. Ну а be это быть, будь, будет. To be or not to be. Ну а зом, тут, как по мне, немало всего можно найти. Самое простое это человек Z. Z. On. Через французский. Те Z, которые стали так популярны, по-моему, они несут некое определение тоже. Если смотреть через русский алфавит, буква Z это 3. 3 человек на русском или трай человек уже через английский. 3 это про стирание. Человек стирается, он пропадает, он превращается в зомби. А трай человек это судить, испытывать, мучить, подвергать испытанию, утомлять, раздражать человека. В этом процессе человек и пропадает, вместо него появляется зверь. Далее на это можно смотреть как на зо-м. Это и 30М по сути, но главное, то тут английское zoom или zoo-м.
Зум я перевожу как английское масштабирование, увеличение изображения, увеличить изображение, раскрывать, бесплатный, взлететь. К слову, тут про разум можно понять, что означает разум. Тут зум, значит. В автопроме на этот счет есть модель у Chrysler 300M, Zoom или ZOM. ZOOM, что в принципе объясняет тот английский Zoom, это и значит живая вода, живая мать. Или живой отец через греческий и иврит. Тоже неплохо можно понять, откуда Zoom появляется, что есть составная часть разума. От живой воды. Если вода не живая в голове, то и Zoom не будет, и разума не будет. Тем самым и матери живой не будет, а с тем и отца, что уже через воду появляется как water, father. Совмещая эти понятия Zoom и bi, вставляя нужные значения, как в математике, получаем некий результат, который можно определить как прощай зум, масштабирование, увеличение изображения, увеличить изображение, раскрывать, бесплатно и взлететь. Это прощай. Это уходит. Прощай живая вода, живая мать, живой отец. Будет тереть человека, будет испытывать человека, будет судить человека, мучить, подвергать испытанию, утомлять, раздражать человека. Зомби оно без разума, и оно судит, мучает и подвергает испытанию человека. Не только это внешнее, но и само состояние зомби. Оно есть испытание самому человеку. Пройдет или нет. Очень интересное получается понятие, если заменить зоо, греческий, на live, alive английский, и м в иврите на о французский, воду. Live о. Live. Это я уже разбирал в видео про Oblivion. Live, live, оливка, что в лапах орла США, это и есть Oblivion, что в английском есть забвение, забывчивость, амнистия. Live by, be live, live. Для ясности можно добавить on, смотря на того зомби, и получаем oblivion. Зомби это по-другому oblivion. Зомби он. Зомби это и есть oblivion, когда пропадает живая вода в мозгах, портится процессор, он перегорает и пропадает память, что есть самое нужное качество для человека. То произведение Чингиза Айтматова про манкуртов есть по-иному произведение про зомби. Манкурт и есть зомби. Главное качество манкурта есть то, что ничего не помнит. Там в произведении манкурт убивает свою мать. Это и говорит, что он убивает зооэм, живую мать. Живую воду, свой зум. Он находится в беспамятстве и служит верой и правдой хозяину. Тех хозяинов вы можете видеть, и вы все потеряли и память, и разум. Вы ничего не помните. Вам стерли память бегом по кругу муками и шекелями. Не так ли гениальные бандерлоги? Вы забыли и себя, и родину, и кто вы есть, и как оно должно быть в саде, и что такое Египет. Мне уже не вспомнили российскую, забыли Российскую империю, ну вот вам напомнят теперь. Вместо сада вам ад устроили и концлагерь смерть, чтобы судить за дурь, лень, невежество и незнание родного языка. А точнее за то, что вы забыли то, чего вам сказал Творец, давая свободу. Не жрите яблоко, а то смертью умрете. То бишь в зомби превратитесь. Вы не помните ничего, кто заботился о вас, кто не давал себя травить, кто здоровую пищу выращивал, кто не давал превращаться в дикобразов. Вы все это забыли. Даже те, которые росли при маме. Девочка из фильма «Дитя робота», она не забыла мать, она вернулась. А вы вернетесь в память, в разум, бандерлоги египетские. Когда нет памяти, легко обмануть. Существо не знает истины, не помнит и не может ее воспроизвести, вспомнить. Тут вся жизнь без беспамятствия в состоянии зомби, и главная задача для восстания из мертвых есть вспомнить все. И о себе, и о родине, и о матери. Только тогда существо перестанет быть зомби и грызть других, перестанет быть трупом и станет превращаться в живого человека. Так что фильм с Томом Крузом «Oblivion» это про зомби. Он был зомби. И вроде не скажешь, правда, но это был зомби. Он не помнил ничего, что было важно.
И фильм о том, как к нему возвращается связь и память. Он вспомнил свою настоящую жену, настоящую его беспроводную связь, а не фальшивую в форме Виктории, победы. У вас ведь у зомби великая победа, и есть одно, что вам напоминают, которой не было. Вам вбивают ложь и только ложь, вы не можете ничего вспомнить. Нет разума и внутреннего глаза. И также фильм Сарни Total Recall, вспомнить все, это тоже про зомби. Он был зомби, ему стерли память, сделали манкуртом. Опять же, фильм о том, как он возвращает себе память, и один из главных моментов это запись в телевизоре. Нам показывают много чего, нам напоминают, но зомби смотрят в экран, забитый жопами и трансгендерами, да чертями, и лыком уже не вяжут. Но тут главное ведь убедить зомби, что он не зомби, а самый продвинутый и летающий в космоса живой человек. Да. И ведь сколько неприязни тому, кто истину вам говорит, как вы не любите той истины, как вам ложь близка, как вам гнить заживо хочется и ничего не делать. Жрать, срать да трахаться, не так ли? И жрать друг друга, грызть, убивать, калечить, травить. Вы воюете, война никогда не заканчивается. Подрастает новое поколение зомби и давай опять воевать. На Западном фронте никаких перемен. Кто кого обманет, обкрадет искуснее, нахапает и будет счастлив, то того, что другому рядом плохо. Только потому, не так ли, зомби египетские? Вы же счастливы только в сравнении себя и кого-то другого, кому совсем жопа в Египте, которого заживо съели вы и ваши подельники. Я скажу так, чем больше вы забиваете и засаливаете свою голову не только химозой, но и химозой информационной, разными курсами, лекциями, дурью интернетовской, лобановской, торсуновской, университетами, высшими образованиями, галиматьей попов, тем больше вы теряете себя, тем больше вы удаляетесь от Бога, тем больше вы забываете себя, забиваете себя. Нужные знания, опыт прошлого, уроки прошлого, вы все это забываете. Обливион. Вы загаживаете свою так уже обрезанную оперативку говном, какой. Это есть производство манкурта и зомби. Все эти ваши германские университеты, бизнес-школы, курсы саморазвития, блажь интернетовская, блажь церковная, беды-веды, все это кака. Вам закупоривает память, мозги, и вы становитесь зомби. Но об этом даже не подозреваете. У вас в зеркале не тот образ из фильмов, а опрятный, красивый, одетый современный человек. Как Том Круз тоже ведь был и одет, и опрятный, и ухоженный. Но это не внешнее, это духовно-ментальное. Безумца можете одеть как хотите, дать ему Феррари, яхту, виллу на островах, но от этого он не станет человеком. Откуда, спросите, я так хорошо знаю зомби, то состояние? Ответ простой, я сам там был. Я был зомби долгое время. То, что я читаю в словах, это мне знакомо, это страшное состояние, это страшная тюрьма, и в нее лучше не попадать, так как можно и не выйти. Тьма и лабиринт, сами понимаете. Каждый наркоман, неважно какого наркотика, соли, сахара, алкоголя, другой наркоты, он попадает в то царство, что показано в фильме «Мио, мой Мио». И мы коллективно попали туда, когда массово стали зомби. Старый советский фильм «Вариант зомби», вот можете посмотреть, там об этом уже показывали. Это уже зомби, уже не вермахт там не какой-то, уже зомби открыт. Вот это и есть в принципе то, что названо адом, а еще точнее шеолем, что я перевожу как тьма и соль. То видео про закупоривание, про закрытие есть в принципе про закрытие в аду в состоянии зомби. Те слова объясняют механизмы, главные механизмы это соль и дурь. Выход есть только один: зажечь свет во тьме, вычистить каку, обрести разум, который показывает зло и безумие и позволяет избежать его. Только так можно восстать из мертвых. Ничто другое не поможет. Никакие бегства в Америку или, значит, в Израиль или куда. Не-не-не, это не география, это психиатрия, детка. Как к этому подтолкнуть, это уже не в моем ведении. Этим занимается автоматическая карательная система и 4 всадника апокалипсис. Они напомнят. Если хотите выходить из тьмы, чиститесь. И не только от химических наркотиков, но и от информационных наркотиков, лжи и иллюзий. Матрица и сестра Речет вам нарисовала мир совсем другой, чем он есть. И здесь живут не то, что вы думаете. Живут здесь демоны.
черти и бесы. Это их территория. А человек это как десантник заброшен на вражескую территорию. Когда его ловят, его убивают, либо превращают в черта, демона и зомби. Потом обрезание производится рано, уже в роддоме. Это их дом, они здесь живут, как говорил Янковский в фильме «Ностальгия». Пока их держали в заперти, а никуда не шло, то тут было при Иисусе СССРовиче, и человек был более-менее безопасен. А потом объявили амнистию, что и есть то, значит. Не обливион, а другое, там, про амнистию, иврит. Выпустили ад, и случилось холодное лето 53-го. Но в 1987 году, что нам и показали, это случилось. Этот фильм снят, выпущен на экран в 1987. Вот оно и произошло. 50-е это уже очень показательно, что они такое. Яснее не бывает. Это вовсе открыто, ничего не скрывается. Живя рядом с чертями и демонами и бесами, сами превращаемся в такое. И не надейтесь на спасение и Бога. Это компетенция администрации ада, то есть дьявола, коменданта лагеря смерти. Пустить ядовитый газ звериных клонов или нет? И когда? Но вас черти, демоны и бесы будут убеждать в обратном. Эзер выдумывает, ничего такого нет. Это прекрасный мир, где в океанах санина, который пьете, а шоколад делают из говна и нефти. Это что есть то, так же говно. Рай просто, не так ли? Рай зомби. Зомби, но не человеку. Вот это и понял Том Круз в фильме «Обливион» и взорвал ад в форме ТЭТ Запада. Укрепленные линии германские хорошо оборудованы, взламывать их очень трудно. Это борьба с собой, с зомби внутри. Свобода воли присуща только человеку. Человеку, мужчине, христианину, с разумом. У зомби нет разума и нет свободы воли. Это автомат и бот по сути. Свобода воли существует, если так можно выразиться, в короткий миг между внешним стимулом и действием. Только тогда есть возможность выбирать, как поступить. Когда уже сделали действие и свой шаг, свободы воли нет вообще. У зомби нет этого короткого мига, он действует автоматически, он реагирует на стимулы. У него слова «нет» нету. У него слово «да», то есть ад. Особенно это просто иллюстрировать с наркотиками. У зомби нет свободы воли, он раб наркоты и своего кайфа. Он не выбирает, у него один выбор. И это относится не только к химическим наркотикам, но и к информационным наркотикам. Это пленник, хотя его убеждают, что он свободный и живой человек. А пленник, помните, это и есть дебил. В аду и живут дебилы и девилы. Ад им и выглядит раем, потому как они дебилы, девилы и пленники. Узники концлагеря смерти, которые жаждут жить в этом концлагере. Вот что есть Египет, и как оно работает, и почему оно вечно. Никто не хочет покидать Египет. И почему так трудно было Моисею выводить зомби из Египта, из концлагеря смерти? Тут как в жизни, у нее одна дорога. Мужчина и женщина, можешь хоть что хочешь делать, хоть 100 пидорасов и трансгендеров нагони, хоть выдумывай чего хочешь, но жизнь, она рождается только так. И это сделано умышленно. И никому этот план не изменить. Другие пути будут смерть и ад. Хотите себя истребить? Вот перестаньте, значит, способствовать семье между мужчиной и женщиной. Все, и сами истребитесь. Вам дана свобода воли. Вы, значит, можете совершить самоубийство. Никто, как бы, вам не перечит. А это будет общественное самоубийство. Все. Читайте Библию, когда уже сможете чего-то думать, там вам все описано как есть. Но в вашем мире зомби все наоборот, как и подобает королевству кривых зеркал. Встали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.